10 октября сегодняшнего дня Identity 5 отмечает день рождения сразу двух персонажей – психолога и пациента. Как раз в честь такого знаменательного дня, а также по итогам экспресс-голосования в телеграм-канале, я и решил сделать краткий разбор двух этих персонажей одновременно. Приятного просмотра! Девушки, как вы знаете, вперед, поэтому начнем мы с психолога. Звать ее Ада, и поскольку она вместе с пациентом, то бишь Эмилем, создавались для большинства казуальных игроков, способности у них довольно-таки тривиальные. Говоря проще, они простые, что как раз таки и большинству и нужно. Однако простота не делает из них простых персонажей, а очень даже нормальных плюс, я бы сказал. Так на что же способна Ада? Ну, во-первых, у нее 3, по сути, ХП, то бишь ячейки здоровья. И все 3 эти ячейки здоровья она может вполне себе потратить на остальных выживших. Для этого она начинает свистеть свисток, и тем самым выбранному выжившему она дает возможность выбрать, будет ли он получать ее здоровье или нет. Раз уж да, то дело это время затратное, поэтому стоит заранее просчитать по обе стороны, где вы будете это распределять, чтобы охотник не успел предотвратить передачу вами здоровья. За счет такого способа взаимодействия с другими выжившими, Ада имеет странную механику. Если каким-то образом в побегушках против охотника Ада не успевает полностью потратить свою дополнительную ячейку, которая помечается зелененьким на иконке персонажа, то она после спасения без отложенного времени, то бишь часиков, либо после спасения с шаров, полностью исцеляется. И охотнику, который не имеет хитов без анимации, то есть не может наносить четверть урона, будет довольно-таки трудно ее заново поймать, поскольку ударять ее придется все так же дважды. Что еще из дополнительного есть у Ады? Ада может притягиваться к пациенту, это называется связанность. Кулдаун, то бишь откат у этой способности составляет 20 секунд. То есть, если вы будете играть в команде с Эмилем, вы сможете на расстоянии вполне себе так достойно сократить дистанцию к нему и тем самым продлить пробегушки от охотника. А теперь давайте пройдемся по способностям самого Эмиля. Ну, во-первых, у него есть 3 гарпуна, при помощи которых он может вскарабкиваться на препятствия и переладить сразу же их, либо попросту проскальзывать вдоль. Дабы Эмиль смог перелезть препятствия, необходимо выбрать оранжевый прицел, а чтобы проскользнуть, просто белый. Благодаря этим гарпунам, либо крюку кошка, называйте как хотите, за него получается почти всегда интересный геймплей, особенно когда вы приловчитесь их использовать и самое главное, где их использовать. Про все крутые места применения их я сходу не вспомню, тут уж извиняйте, но покажу те, про которые сам знаю. Ну и как вы уже наверняка поняли, если правильно их применять и знать, как они работают, то пациент становится весьма хорошим кайтером. А что же он еще может? А может он спасать ту же Аду на целых 50% быстрее, так как при помощи письма почтальона, только без его помощи. Однако для этого разработчики придумали свой минус. Если Эмиль будет декодировать совместно с другими женщинами, то он будет получать весьма существенный дебаф на 30%, то есть нечего на других заглядываться. Ну и дополнительно у него также работает связанность, привязанность, он также может притягиваться к психологу. Тактика игры за этих двух персонажей. Ну, во-первых, за Аду лучше не попадаться охотнику на глаза, поскольку ничего из активных способностей, только пассивная с дополнительной ячейкой здоровья, у Ады нету. В идеале она заводит пару машинок, и тогда, когда спасатель уже кого-нибудь спас, и допустим у него прошел эффект отложенного времени, то без часиков вы передаете ему хп, чтобы он повторно пошел и спас того же выжившего. И таким образом вы экономите время для всей команды, и ничего от этого по сути, кроме лишнего здоровья, не теряете. Также в совсем трудных ситуациях Ада может пожертвовать своим оставшимся хп для того, чтобы выживший смог спасти, дозавести, либо просто уйти в ворота. Какова тактика за пациента?
Во-первых, можно на нем спокойно кайтить, во-вторых, можно и не кайтить автоматом, становляясь нормальным спасателем. При кайте от охотника ему необходимо стараться рационально тратить свои гарпуны. Тратить их в тех местах, где они будут наиболее эффективными. Например, перелазя через абьюзную текстурку, либо проскальзывая вдоль, дабы перетянуться в необходимую палету, либо окно. Во время спасения я бы не рекомендовал бы тратить крюки на перелазание каких-то текстур, поскольку это занимает время и на этом вас может подловить охотник. Поэтому стоит стараться тратить гарпуны на проскальзывание вдоль текстур, словно вы какой-то интерпретированный мерк в плане его наручей. То есть, если наручи мерка работает в начале, отрикошетивая вас в необходимое вам направление, то пациент работает схожим образом, вот только наоборот. Сначала вы целитесь, а далее доворачиваете в необходимое место. Какие же билды на них можно выставить? Поскольку они задумывались универсальными для большинства, они все так же универсальны при выборе. То есть на них можно выставить то, что вы обычно любите использовать. Будь это орех, окна, либо часики. На Аду я бы рекомендовал отталкиваться от выбора других персонажей, брать необходимый вам билд. Например, вы видите у других нет часиков, так возьмите часики и оставайтесь все такими же довольно-таки противными в кайте, благодаря тому самому дополнительному хп, либо просто старайтесь опять же таки не попадаться на глаза и потом пойти на спасение, стараясь не получать сразу 2 хита подряд. А вот на Эмиле я бы порекомендовал бы использовать вам часики, то бишь отложенное время в связке с адреналином, и само собой долгим сидением, который сейчас мета, я напоминаю, то есть и на психологиню тоже необходимо, желательно это выставлять в любом билде, как и в целом на большинство персонажей. Потом естественно берете один стикер и гордый независимый самоотхил. Вот и подошел к своему логическому завершению этот краткий разбор сразу 2 персонажей. Спасибо за просмотр, у микрофона был Марокко. И давайте договоримся, если это видео было полезным и хоть чем-нибудь вам помогло, поставьте ему большой и широченный лайк. Напишите душераздирающий комментарий, например, как вы относитесь к этим 2 персонажам, поскольку они уже довольно-таки давно в игре существуют, а также можно попросту поздравить их с днем рождения у меня в комментариях. Да, почему бы и нет? Напоминаю, что я не только YouTube каналом занимаюсь, я как бы стример, да. Ну и само собой, все необходимые ссылки вы найдете в описании. Переходите туда, там много чего полезного. И напоследок, хороших вам матчей.